влажности, профессиональная модель, в хозяйстве очень нужная вещь. Меряет 7 различных материалов. Эйнинг ГН 601. Колпачок непростой, хитрый немножко, с выебоном, как говорит по-русски. Нажали, включили. Калибровка делается в первом режиме. Реальное тестирование дерева. 44%, 43%, ну 44%. О, 15%, 40% влажные очень. 15% можно брать для отопления. Да, 12% очень сухое. Ребята, мне нравится. Рекомендую этот прибор. Блин, очень хорошая покупка. Рекомендую всем. Всем привет, кто смотрит мое видео. Но в основном поприветствую тех, кто занимается деревом. Ну, не только мастера, которые изготавливают из дерева разные, скажем так, поделки, там стулья, столы, скамейки или что-то посерьезнее, там дом строит свой. Ну и те, кто использует дерево просто для топки своих печей, каминов, то есть в виде дров. Я, в принципе, пока отношусь к категории тех, кто использует дерево в виде дров. Со временем планирую использовать дерево для изготовления различных поделок, так как у меня есть хорошая пила Makita. Обзор вы можете посмотреть сейчас, кликнув на ссылочку в правом верхнем углу. Это торцовочная пила вместе со столиком. Но столик отдельно покупался. Ну а пока дело и суть нашего видео будет о дровах. Я думаю, все мы сталкивались с такой проблемой, вернее, как сырые дрова. Они не горят и так далее. На ощупь вроде как нормальные дрова, приносим домой, начинаем топить, ничего не разгорается, дымит, тепла мало. Все дело в том, что они сырые. Как определить, сухие или сырые? Существует масса различных тестов, приспособлений и так далее. Самое простое — это купить тестер влажности для дерева. Вот я себе приобрел такой тестер влажности, профессиональная модель. Меряет не только влажность дерева, но и различные другие материалы. В хозяйстве очень нужная вещь. Меряет 7 различных материалов. Модель, вот она, Эйнинг ГН 601. Пришел в такой коробочке, я еще не пользовался, просто так почитал инструкцию по-беглому и посмотрел, немножко так по менюшке пробежался. Итак, цена небольшая его, можете под видео посмотреть цену и где я его покупал. Покупал на сайте joom.com. Так, коробочка картонная, обычная. Выглядит он вот так вот. Такой прорезиненный слегка корпус, довольно легкий. Я уже вставил батарейки, с вашего позволения. Батарейки там вот такие. Можете поставить видео и почитать подробнее. 2 батареечки всего лишь. Болтик открутили, вставили. Ничего сложного. Можете даже детям дать, они вставят вам батарейки, если вы сами не умеете. Большой дисплей. И 4 кнопочки. Внизу датчик температуры и влажности. Прорези есть. Колпачок снимается. И здесь у нас щупы. По принципу тестера работает, определяется сопротивление между двумя щупами, которые будут вогнуты в тестируемый материал. Колпачок непростой, хитрый немножко,
с выебоном, как говорит по-русски. Там вот такая плата с сопротивлением. То есть это тестовый колпачок для калибровки прибора. Так, в комплекте у нас две бумажки. Одна на международном языке. Ну, все вы его знаете. Язык очень понятный, простой. И разберетесь, короче, в инструкции. Тут все просто. На нормальном языке все расписано. Вот. Даже с картинками. Кто любит картинки. Ну и для тех, кто не владеет международным языком, вот такая инструкция тоже есть. То же самое. Так, с картинками. Вот. Ну уж кто совсем уже, ну, грубое слово не хочу говорить, не владеет этим языком и международным, то есть хорошие приложения в телефонах. Все мы владеем смартфонами. Я, например, владею вот таким Corsair Force Pro. И еще один. Сейчас покажу. Можно не показывать вообще. Вот. Вон 10 Pro. На них можно поставить переводчик. Рекомендую Яндекс переводчик. Америкосовский Google, конечно, тоже можно поставить, но он работает через одно место. И вот наводите на текст и все переводите на тот язык, которым вы разговариваете, пишете и понимаете. Так, ладно, инструкцию тоже в сторону. Достаем наш прибор дальше. Итак, кнопочка включения, понятное дело. Нажали, включили. Нажали, выключили. Так, что у нас там дальше по плану? Температура на все случаи жизни в Цельсиях и Фаренгейтах. Так, включим. И мы видим, сейчас я... Так, что у нас тут? 15,2 и 47%. Внизу, через вот этот датчик здесь в прорези есть, можно увидеть в нижней строчке температуру в данный момент, там, где находится прибор. То есть сейчас у нас 15 градусов и влажность воздуха в данный момент. То есть 46%. Нажав кнопочку, скажем так, вот этой температуры, переходим в Фаренгейты. Кто очень любит Фаренгейты, вот, пожалуйста. 59,1 Фаренгейта. Я не люблю Фаренгейты. Я предпочитаю в Цельсиях. Так, что у нас тут еще? H и лампочка. То есть H это у нас hold, удержание. То есть, померив этими щупами там тестируемый материал, можно нажать H и запомнить показания, ну, для своих каких-то там потом записей, чтобы не запоминать в голове. Ну и кнопочка моды, вторая, последняя красная, это выбор тестируемого материала. Здесь 7 видов материалов. Первые два это по дереву. Вот сейчас у нас первый выбран, первая строчка. Это у нас, так, что у нас тут написано? Так, вот первая строчка. Тут у нас бук, ель, лиственница, береза, вишня, грецкий орех. Если мы нажмем кнопочку моды еще раз, так, где она у нас? Переходим на вторую строчку. Это у нас дуб, сосна, клен, ясень, пихта, эвкалипт, ива. Ну и в третью позицию перейдем.
Так, переключилась, да, третья позиция. Это у нас стены из цемента, бетона. Можно померить, то есть влажность. Ну, например, там уже стена готова, там к штукатурке или нет, нужно влажность знать. Но это для любителей строить. Так, еще раз нажимаем, переходим в следующий режим, четвертый, да, четвертый. Это у нас безводный слой гипсового раствора. Так, еще раз, следующий, пятый. Цементный у нас раствор. И шестой у нас, да, шестой. Клеевой раствор и гипс. Ну и последний, седьмой, это кирпич. Влажность кирпича мерить я даже не представляю зачем. Ну есть так есть, ладно. Пусть будет, как говорится. Так, что у нас тут еще есть? Ну давайте сделаем тест самого прибора. Так, снимаем колпачок. Вернее, калибровку. Калибровка делается в первом режиме. То есть переходим на первую строчку, нажимая кнопку моды. Да, первая строчка. И внутри, как я уже говорил, платка тестируемая. И чтобы до нее добраться, нужно просто вот с обратной стороны есть отверстие, в которое вставить щупы. Вставляем. Так, где они там? И на дисплее должно показаться 20,5. Там как-то не с первого раза попадаю, я на них сделаны площадки такие маленькие. Так. Так было, да? Так. Вот, блин. Извините за матерное слово. Да что там такое? Ну вот, 20,5. Мне что площадки сделать побольше, чтобы если сунул щупы, так и все, и попал сразу на эту площадку. Это вот калибровка проводится. То есть, если 20,5 показала, значит прибор в порядке работает и будет делать правильные измерения. Так, еще раз. Ну вот, сразу попал куда нужно. Ну, подсветка есть, да. Тут вот рядом с Hold, если подержать, вот загорелась подсветка. То есть в темное помещении или на улице там в темное время суток можно померить, и не пользуясь там фонариками какими-нибудь. Если еще раз подержать, то подсветка выключится. Ну вот это я коротко вам пробежался по инструкции. Чтобы вам не читать, можете сразу пользоваться моим видео. Что я еще хотел сказать вам? Сейчас на своих экранах вы увидите два видео от производителя о возможностях этого прибора, измерителя влажности. Видео будут на двух языках. На английском языке для тех, кто смотрит мои видео на канале в английском варианте. Англоязычные люди, их очень много, не только из Англии, там из Америки. Людей, владеющих английским, очень много проживает в той же Германии, там в Польше там, и так далее. Вот для них на английском. И также будет перевод на русском языке. То есть сначала видео на английском будет, потом на русском. Можете посмотреть. Довольно хорошо видео сделано производителем. В общем, респект.
Charging box, moisture tester, manual and accessories are complete. Disassemble the back pass and put in two AAA batteries. Moisture tester function description. Turn it on and enter the measurement mode. Select the material category 1. Insert the probe into the test touch point and calibrate it yourself. High-definition backlight is not afraid of darkness, and a variety of material types are available. Automatic measurement of temperature, humidity. Paper moisture detection. Wood moisture detection. Tree moisture detection. Wall moisture detection. Brick moisture detection. Упаковочная коробка «Влагомер». Инструкция и аксессуары в комплекте. Разбери заднюю панель и вставь в нее две батарейки типа АА. Вот описание функции влагомера. Включи его и войди в режим измерения. Выберите материал первой категории, ставьте датчик в контрольную точку и откалибруйте его самостоятельно. Подсветка высокой четкости, не боится темноты и доступны различные типы материалов. Автоматическое измерение температуры и влажности. Датчик влажности бумаги. Датчик влажности древесины. Датчик влажности дерева. Датчик влажности стен. Датчик влажности кирпича. А теперь давайте пройдем реальное тестирование дерева. Как оно будет на самом деле. Заодно я возьму охапку дров. Ой, сори, кашель. Приболел слегка. Заодно я возьму охапку дров сегодня для своей печки. Ну, более-менее сухих. А не только просто пощупав руками. Так, пока выключим. Так, давайте посмотрим для начала хотя бы вот эти, ну, слово не поворачивается назвать дровами. Это, скажем, вот там у меня вот растет кустарник такой, ну, не совсем кустарник, уже почти деревья. Я их как бы срезаю, чтобы расчистить территорию. Ну и потом, естественно, вот это более-менее толстые стволы пойдут в дерево, в дрова. Давайте протестируем влажность вот их. Тут у нас, в принципе, чуть-чуть березы есть, но в основном это у нас ольха. Так, включаем наш прибор. Ольха у нас, ну, как бы ее нету в меню, но судя по плотности дерева, она идет у нас на первом пункте. На втором пункте у нас более плотные самые породы дерева. Итак, нам нужно воткнуть щуп. Так, воткнули. Ага. Не так просто. Убрал и сразу пропадают данные. Итак, хай. Это у нас слишком влажное. Так, интересно, сколько. Он даже зашкалил. Да. Потому что у него, вот я вам наведу сейчас, порог измерения от 0 до 57%. То есть влажность, ну, с погрешностью 2%. То есть сейчас влажность больше 57%. Ну вот 55%, там что-то побежало такое. Но это я уже как бы щуп начинаю вынимать.
Ну, понятное дело, что дрова здесь лежат. Ну, еще трудно сказать над дровами. Под открытым небом. Тем более тут пару дней как снег шел. Вот сегодня только первый день чуть-чуть потеплело. Около 5 градусов. Снег растаял. Ну и вот сейчас еще и дождик пошел небольшой, накрапывает. Поэтому они влажные. Так, давайте еще, может быть, пощупаем какую-нибудь. Вот такую. Тоже хай. То есть и красный дисплей. То есть очень влажные. То есть такие использовать для отопления сейчас нельзя. Можно, конечно, но тепла немало дадут. Вот, смотрите, 56,7. Очень влажные. Так, скажу вам, в принципе, немножко забегу вперед о процентах влажности дерева, которые желательно использовать для отопления. Это, ну, чтобы было меньше 25%. Ну, это дрова, которые лежат у вас, скажем, и сохнут под открытым небом. Ну, там слегка накрытые, как говорится. До 25%. Если, конечно, в сарае, процент будет меньше. Тоже хай. Тоже хай. Очень высокая. Так, что у нас... у нас переключилось в третий режим. Случайно нажал кнопочку. Так, вот, первый режим включил. А второй опять включился. Так. Вот. Куда ты перескакиваешь на второй? Или я слишком быстро нажимаю кнопки? Вот первый пункт. Оба-на. 24%. Ну, с натяжкой можно брать на дрова. А вот здесь вот 48. Нет, такой не будем брать. Так, давайте ради интереса померим яблоню. Ну, живую я имею в виду. Какая она. Так, вот тут будет удобнее. Тоже. Ну, понятное дело, живое дерево, поэтому хай. Так, следующее. Даже тут известью покрыто. Тоже хай. Так. Давайте померим вот эти пиломатериалы. — 44%, 43, ну 44. Так, а беседка ради интереса. Так, доски. Так, не видно на дисплее. Вот. 13%. Сухая доска. Ну и понятное дело, что она под крышей стоит. И под открытым воздухом, под открытым небом. Ну, крыша, правда, есть, конечно. То есть проветривается все. И она сухая. То есть на нее ничего не мокнет. Ну и косой дождь, конечно, идет на нее, но сразу же ветром, в принципе, все высыхает. Ну, вот также и дровница. Она у вас, например, под открытым небом. Там, может быть, сверху накрыта чем-нибудь. Там шифером или еще чем. Там пленкой какой. И дрова сохнут. То есть можно использовать под открытым небом дровницу для отопления. Так, вот столб в беседке. Тут еще лучше. 10,8. Потому что он стоит по центру беседки. Понятное дело, что он совсем сухой. Так, вот столб немножко с краю. Тоже как бы 10,8. 10,6. Так, а теперь пойдемте померим дрова в моем дровнике. Вот там небольшой склад дров. Там всякие есть. И срубленные год назад,
и несколько месяцев срубленные назад. Какие-то поколотые, какие-то нет. Вот тут, скажем так, березовые чурки. Тут у меня стояла у дома береза, уже такая трухлявая, грозилась упасть. Пришлось ее как бы бензопилой завалить и спилить. Ну, понятно, что дело сейчас вот здесь будет сырое, потому что, видите, оно как бы срезом наверх. И здесь снег и дождь был. Так, ну все равно померим. Так, красный дисплей. Даже вот хай показывает. Так, и сбоку. Сбоку у нас 3-4%. Тоже очень много. Для отопления использовать нельзя. Так, другая чурка. Вот, 54%. 55%. Так, вот тут у нас есть вот такая еще интересная штука. Такая непонятная. Валяется тоже не один год. О, 15%. Вот это можно использовать для отопления. Попилить, поколоть. Хоть она, в принципе, ну как бы здоровая, но она очень долго валяется. То есть, в принципе, высохла. Чтобы быстрее высохло, нужно колоть. Но вот не колотые, они, скажем, через 3, 4, 5 лет, они тоже высыхают. Все равно. Вот. В принципе, тоже можно использовать для отопления. Все, что ниже 20%, 25% можно использовать для отопления. Ну, желательно в районе 20, чтобы показывало. Ну, вот совсем чурки сухие. Ну, береза как бы, да, обламывались. Ну, ради интереса померим. Нет, хай показывает. То есть напитались как губка влагой от дождя. Ну, это понятное дело. Вот тут у меня так, осина большая была срублена и распилена 3 месяца назад. Так. Ну вот, 40% влажная очень. Нельзя использовать для отопления. Надо будет поколоть со временем. То же самое, 40%. Ну вот он, дровник. У меня вот так он накрыт, в принципе, пленкой. Сейчас вот дождик. Сейчас я вот наберу немножко дров. С помощью вот этого подберу себе дрова. Отнесу домой для печки. И потом снова накрою. Тут у меня в основном ольха и тополь есть. Вот видите, тополь. Вот он. Такой зеленоватый. Это вот ольха. И вот это непонятное что-то сухое. Трудно сказать, чего это. Вот давайте померим сухую чушку. Ради интереса. Так, загнал щуп. Вот 14,8. Можно брать для отопления. Так, вот тут у нас, это у нас зеленая кора. Это у нас тополь. Померяем его. Так, где у нас камера? 34. Можно? Нет, это сырое. Брать нельзя для отопления. Так, микрофончик слетел. Скажу так вам. В принципе, по отдаче тепла. Если взять одно полено, скажем, свежесрубленное, оно даст примерно в 3 раза меньше тепла, чем сухое. То есть, кинув одно сухое полено, оно даст тепла, ну, скажем, 100%, кинув свежесрубленное полено, вам даст 30% от сухого. То есть, влажных поленьев вам придется в 3 раза больше, а то и в 4, чтобы достичь того же количества тепла. Так, что у меня тут? Вот есть такие сухенькие, судя по коре. Так, у меня уже прибор выключился. Скажу так, он выключается через 10 минут. Так, первая позиция, да. Вот втыкаем щупы. 14,6. Можно брать для отопления. Очень хорошо. Вот еще такое сухенькое. Ну, 20% тоже сухое. Можно брать для отопления. Вот у нас тут тополек лежит. Втыкаем тоже щупы.
22,8. В принципе, тоже, да, пойдет для печки. Вот тут лежит у нас. Что у нас там? На камере видно, нет? Так, 21,7. Тоже пойдет для отопления. Так, это у нас ольха. Нет, не пойдет. 28. Пусть полежит еще. Ну, понятное дело, что она тут с краю лежит. И бывает, у меня задирается от ветра это самое тент и мокнет все это дело. Тем более тент слегка порванный, там проникает. Вот тут, скажем, вот место, вот это все тут влажное дело. У меня вот ради интереса можем во влажный тополь воткнуться. Ну, понятное дело, даже он хай показывает. И красный дисплей. Больше 57%. Так, вот ольха. 19,4. Можно брать для отопления. Что еще тут померить? Ради интереса. Ну давайте вторую как бы стеночку померим. Вот тополь. Так, это у нас лишнее. Так, 21% можно брать для отопления. То же самое. 21% тоже берем. Вот там у нас 15% можно брать для отопления. Вот тут совсем сухая, судя по коре. Померим. Тоже 15% можно для отопления брать. Вот сверху возьмем, померим. Блин, упадет там бревно. Так. Что еще? Вот тут давайте померим. Вот тут влажное. 30%. Ну тут понятно, у меня тент не совсем накрывает здесь. Так, давайте вот здесь померим. У меня здесь иногда попадает, если косой дождь. Ну, померим. Так, видно? Да, 12% очень сухое. Можно брать для отопления. Ну, пока не буду брать, потому что там не есть где брать. Пусть еще лежит. Вот, 11% тоже очень сухое. Вот как бы так. Блин, как мне нравится этот прибор. Я сегодня наберу сухих дров себе в печку, а не просто на ощупь. Потому что, ну, я думаю, все, кто топит печку, все знают. Так, придешь вроде к дровнице, так, ну, видишь, вроде сухое, да. Принес домой, начинаешь топить, ну херовенько горит там, и бывает плохо разжигается даже, ну, и тепла, естественно, меньше дает. То есть нужно потратить энергию на то, чтобы испарилась влага сначала, а потом она будет гореть. Ну вот, а с помощью прибора уже не надо там щупать рукой и определять на взгляд, сухое, не сухое. Реально взять сухое. Потому что, ну вот, смотрите. Ну что, тут давайте так, на взгляд. Ну вот, вроде бы сухой тополь. На мой взгляд. Я бы его взял, в принципе, в печку. Ну, 25%. 27%. Ну, да. На грани, как говорится. Вот это, в принципе, влажная ольха. Ну, да. Так и есть. Так, что у нас там показывает? 37%. Так. Ну, эти сухие, понятное дело, на взгляд тоже, да, сухие на взгляд. Вот этот тополь, ну, мы уже мерили его. Я бы его не взял на взгляд, потому что он как бы сырой. Да, вот даже кора вот мокренькая тут. Но с помощью прибора можем определить, что он, в принципе, подходит для отопления. Зеленый дисплей, 23%. Ну, тоже на грани, но, тем не менее, он подходит для отопления. Хотя я бы вот его, ну, если прибора не было, я бы его не взял для отопления. Так, вот у нас тоже ольха. Ну, судя по всему, что она, на вид она сырая. Я бы ее не взял, если прибора не было. Померим, как она правда. Да, взгляд не обманул, у меня 40% влаги. Вот это, в принципе, понес бы домой. И облажался бы.
потому что 36%. Вот так, ребята. Вот мои козлы для распилки дерева, дров, вернее. Давайте ради интереса померим. Сделано из брусьев. Давай, вгоняйся. 11%. Понятное дело, что они стоят тут годами. Сухие. Тем более покрашенной краской, и влага не особо проникает. Вот как-то так. Ребята, мне нравится. Рекомендую этот прибор. Еще раз покажу крупным планом. Фирма Эннинг, которая делает не только вот эти влагомеры, а делает различные тестеры. Эннинг GN 601. В общем, ребята, блин, очень хорошая покупка. Рекомендую всем найти эту модель, купить. На сайте joom.com она есть. Если кому не нравится этот сайт, можете попробовать в поисковике найти эту модель на других сайтах, на той же Alibaba или Алиэкспрессе. Я знаю, что россияне любители Алиэкспресса, я нет. Очень много там обмана было, по крайней мере, мне, наверное, не везло, может быть, вам везет. Ничего не имею против, пожалуйста, я на Алиэкспрессе не покупаю. Вот, найдете модель, купите и будете всегда при сухом дереве. То есть ваша печка скажет вам спасибо. Сейчас мы закончим это видео и перейдем домой. Я вам на компьютере покажу картинки, тоже довольно полезные. Ну, кому не полезно, можете сразу промотать, поставить лайк, подписку. И на этом все. Картинки будут скажем так, по видам дерева и по теплоотдаче. Может быть, будет кому-то интересно, какое дерево дает больше тепла. Там дуб дает одно количество тепла, береза другое, там сосна третье и так далее. То есть в соответствии с этими рекомендациями по картинкам вы можете там заготавливать или покупать дерево и топить свои печки, камины. То есть зачем покупать ту же там сосну и закидывать, например, 3 полена сосны, когда можно кинуть одно березовое, либо одно дубовое, там, или одно ясеневое при той же цене, например, закупочной. Я так, к примеру. Конечно, цена закупочная будет разная, но тем не менее можно как немножко там поиграть ценами и посмотреть, что для тебя выгоднее. Купить сосну, либо купить березу. Я уже пробежался по этим картинкам и сделал для себя открытие. Там тоже было, скажем, довольно модно сейчас покупать прессованные опилки в таких брикетиках и топить свои камины. Кстати, они дают тепла гораздо больше, чем обычное дерево. Я был удивлен. Немножко об атмосферной естественной сушке. Это, в принципе, дровник под открытым небом. Дрова сложены определенным образом, чтобы не разваливались. И сверху просто накрыты какой-то пленкой, либо тентом, как у меня, либо шифером, или еще какими-нибудь материалами. И в зависимости от климата, погоды, они сохнут. И сушка позволяет снизить влажность древесины до 18-22%. В общем, поставьте на паузу и почитайте текст. Я думаю, вам будет полезно. Большая табличка, в принципе, по дровам. Искусственно высушенные, подсушенные помещения, годовалые под навесом, свежесрубленные. То есть указана их влажность и теплопроводность в килокалориях. Тоже можете на паузе посмотреть внимательно табличку. Вот интересная таблица по удельной теплоте сгорания различного топлива. Как мы видим, самое лучшее тепло дает сжиженный газ. 10 800 килокалорий
либо 12,5 киловатта. Дальше антрацит, древесный уголь и так далее. И древесина свежая, естественно, в самом конце, внизу. Эквивалент в последней строчке от прессованных опилок. Я уже в видео упоминал, что прессованные опилки, на удивление, дают очень хорошее тепло. Они, в принципе, вот взяты за 100% здесь, в этой таблице. И посмотрите, как они, какое тепло дают. 4,7 киловатта. Скажем, та же древесина сухая, она дает 3,9 киловатта при 20% сушке. То есть примерно ну, 1/5, на 1/5 меньше. Вот как бы так. Еще одна интересная таблица тоже по видам деревьев, их жаропроизводительность и температура горения. Самое лучшее – это горный клен, взят за 100%, температура горения 1200 градусов. Ну и дальше идут менее плотная древесина. То есть горный клен самый плотный, потом бук, ясень, граб и так далее. Вот, дуб тоже очень хорошо, в принципе, почти 1000 градусов, то есть 900. Ну и в конце самое рыхлое дерево, как у нас говорится, тополь. 39% жаропрочности от горного клена и дает только 468 градусов. Ну, на одну ступеньку выше ива. Все мы знаем иву, это такие гибкие деревья, ну, в основном кустарникового типа. Из них там корзинки делают, ну, и всякие поделки. Обычно, ну, кто вот путешествует, там рыбаки, охотники знают, что наломав ивы и кинув костер, она, в принципе, превращается вообще в труху и сгорает очень быстро, не давая особого тепла. Ну, для розжига нормально пойдет. И, в принципе, и горит, и влажная, и сухая, без разницы. Вот интересная табличка, то же самое по процентам отношения сушки древесины и по видам древесины от дуба до тополя. Можете на паузе также посмотреть внимательно. Тут также тоже интересная таблица, тоже по видам древесины, жаропроизводительность и температура их. То есть из этой таблицы видно, что ясень самая плотная, и он дает 87%. Температура горения 10,44 градусов Цельсия. Ива, как уже говорил раньше, самая низкопроизводительная и меньше всего дает температуры. Так что еще раз повторяю, уже не знаю в какой раз, рекомендую этот прибор для тех, кто топит дровами свои дома, ну и для тех, кто занимается какими-то поделками из дерева. Я планирую тоже заниматься, как я уже говорил. У меня есть пила Makita со столиком, на которой я планирую делать различные поделки из дерева. Для тех, кто строится, тоже полезная вещь. Как я сказал уже, здесь 7 режимов. Можно мерить стены различные, там из бетона, гипса и так далее, определяя их влажность перед следующей обработкой и нанесением какого-то материала, там штукатуркой, покраской. Единственный минус, может быть, я так думаю, есть в том, что вот эти щупы, они не меняются. Есть модели, у которых в комплекте идут 2 запасных щупа, там, скажем, винтиком откручиваются и меняются щупы. Но это, не знаю, ну, видимо, те, кто занимается и работает там на тех же складах, и у них там сотни измерений в день, то, может быть, да, имеет смысл, потому что при постоянном давлении в дерево могут там обломиться. И их потом меняют. Но чисто в бытовом
применении, я думаю, они не сломаются. Ну, как бы советую аккуратненько по прямым углом вдавливать в дерево и также вынимать. Никаких изломов, то есть не надо там вот на излом там пробовать воткнуть в дерево и также на излом пробовать вытаскивать. Прямо вдавили в дерево, прямо выдернули из дерева. Тогда все будет хорошо. Есть русская поговорка: не умеючи, можно и хуй сломать. А в остальном все хорошо. Рекомендую еще раз. В общем, не сочтите за труд нажать подписку, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и буду благодарен за лайк. На этом всем пока. Всем удачи.